Луна отбрасывала причудливые блики на поверхность лежавшего передо мной безмолвного потока. И вот тогда я внезапно увидел это. Forgive Me Father, наверное, самый уникальный и броский с точки зрения визуального оформления бумерский шутер. Без паники, сейчас поясню. Бумер-шутер – жанр, который создан как дань уважения классике. Возможно, вам приходилось слышать о таких играх, как Quake, оригинальный Doom или Duke Nukem. А если вы достаточно динозавр, вы, может быть, даже в них и играли. Старые шутеры были не про меткость, а про скорость. Скорость, с которой вы бегаете по огромному уровню лабиринту и обстреливаете орды прущей нечисти. Ну вы поняли. Матюки, кровь, убийство. И голые сиськи. А намного приятнее будет, когда эти аспекты будут еще и обработаны в приятный уникальный визуальный стиль. Поляки из маленькой инди-студии Byte Barrel решили не мелочиться и оформили свою игру в сочном рисованном комиксном стиле. Так еще и не в простом, а в стилистике хтони глубоко многоуважаемого Говарда Филлипса Лавкрафта. Такое сочнейшее сочетание не могло не притянуть мой фанатский глаз на просторах Стима, и мои кровные сразу улетели на пироги для польского культа. Так начнем же наше погружение в лавкрафтовские ужасы. Мы получаем от нашего дорогого кузена Льюиса письмо, в котором он просит нашей скорейшей помощи. Ваш родной городок Пестисвиль, который вы давно покинули, погряз в бесовщине, пропажа людей, паника и странные голоса, которые слышат те, кто еще не пропали. Как повезло, что бесовщина это как раз по нашей теме, ведьмы, а сейчас слегка поподробнее. Перед началом игры мне дали выбор между двумя персонажами. Священник или журналистка. В геймплее между ними есть пару различий. Журналистка ориентирована больше на агрессивный стиль игры, а священник же в свою очередь играется от дев. Главное тут, что сюжет никак не различается, и своим авторитетным мнением для себя я решил, что каноничнее проходить именно за святошу. Просто со стороны логики прохождение за священника имеет больше смысла, чем за журналистку. Это вы поймете слегка позже. Так вот, ведь мы священник, а кому как не священнику обращаться при присутствии бесовщины? Мы прибываем в комнату нашего кузена, где раньше было назначено место встречи. Но там его не обнаруживаем. Но зато обнаруживаем стук за дверью. Катсцена завершается и нам дают управление. В комнатке нашего братанчика мы замечаем разбросанные бумажки. Это еще одна форма повествования. Записки. Через записки нам с барского стола сбрасывают крупицы экспозиции, по которым, если сильно заморочиться, можно понять, что же все-таки произошло в этом проклятом городе. И я, ваш покорный слуга, таки слегка заморочился. И все-таки собрал пазл истории воедино. И оно того стоило. Но вам я не расскажу. Точнее расскажу, только не сейчас, а на протяжении всего видео. За дверью нас уже заждались. Выхватив заточку из кармана, я быстро обработал посетителя, заметно вышедшего из кондиции. Прорезая ножом себе путь в заполненных зомбиподобными тварями коридорах отеля в поисках нашего братца, мы пополняем наш арсенал самым клишированным оружием из всех возможных. Двухстволка. С ней у меня связана хорошая история. Не знаю почему, но когда я был малой, сама возможность того, что патроны могут закончиться, меня страшно пугала. Я всегда бегал с той пушкой, в которой они были бесконечными. В этой же игре проблема с нехваткой патронов меня ни разу не подстерегала, даже несмотря на то, что я не засал и поставил даже не минимальную сложность. В одной из комнат мы находим отрывок газеты. В нем говорится, что пестисвильское чудовище снова напало. В этот раз без вести пропали мэр Махони и некто преподобный. Поиски братана заводят нас в кабинет, в котором, видимо, заседали важные шишки Пестисвиля. Над ним, кстати, висит портрет того самого мэра Махони. Там в кабинете нас и встречает одна такая, правда, слегка позеленевшая шишка. Браво, дамы и господа, спешу представить вам нашего первого стреляющего противника. Величать его «Жирная рыба». Название гада может отсылать нас как раз к завязке сюжета. Видите ли, из-за каких-то обстоятельств верхушка города обратилась в рыб, а бедолаги, которым повезло чуть меньше, были обращены в зомби. Слегка оглядевший зал, мы замечаем портреты, взирающие на нас. Они, дань уважения выдающимся литераторам. Со стен на нас глядят Роберт Говард, Стивен Кинг, Эдгар Аллан По, а во главе отец ужаса собственной персоной, Говард Филлипс Лавкрафт. Лавкрафт никогда не пугал нас банальными демонами или призраками. Его страхи рожались не в темноте под кроватью, а в бездонной пустоте за пределами человеческого понимания. Для него человек ничтожная песчинка, затерянная в холодной вселенной, которой до нас нет ни малейшего дела. Если кому-то все-таки удавалось заглянуть за этот порог реальности, их ждал не ответ, а бездна, встреча с невообразимыми.
с древними богами, потусторонними силами и тайными культами, всегда заканчивался одинаково. Разум медленно трескался, как старое стекло. Рассказчики его истории делятся виденным с читателем. В новых словах уже не было твердой реальности, только безумие, из которого невозможно понять, является ли разумным решением доверять им или нет. Выйдя из кабинета, я устроил небольшой салют, в честь которого мне дали новый уровень и очко прокачки. В Forgive Me Father, как во всех уважающих себя играх, есть система прокачки. Тут она до более проста. Верхний полукруг отвечает за оружие, нижний за скиллы. Набираешь очки, открываешь ветки скиллов или оружия. Также каждая ветка имеет разветвление, так что следите, что качаете. После освежающей прогулки по парку... Бляха! Я вот этих, сука, бочек до самого конца игры срался. Пришлось буквально взрывать каждую красную бочку на моем пути, потому что второй раз я такого точно не переживу. В этом же парке мы находим ликвидаторов, солдат, чем-то похожих на штурмовиков Первого рейха, только вместо лица у них щупальца. А за плечом висит банка с зеленой жидкостью, обеспечивающей им жизнь. Узнав, что ранее санитары загребли нашего кузена Льюиса в дурку, мы выходим на улицы Петцвилля. Но и их не обошла беда. Улицы заполнили полчища монстров. Пробиваясь сквозь них на земле, в воздухе и под землей, священник доходит до цели – лечебница. В ней нас уже ждут санитары, ликвидаторы и пациенты. Точнее, то, что с ними стало. Да, поначалу эти твари жутко пугают, но благо они издают характерные звуки, выдающие их в темноте. Да и против очереди из томигана в лицо еще никто не выживал. Слегка погодя, в подвальном холодном помещении морга, где теперь царит не только старуха с косой, мы находим и виновника торжества. Нечто катарсис поселилось в Тамдовале, полакомившись мертвечиной, да и взяла под контроль персонал. Особой опасности он не представляет. Конечно, кроме ебучих противопехотных мин, которые это чудо как-то умудрилось раздобыть. Оказывается, мы прибыли как раз вовремя. В одном из холодильников скрывался некто доктор Салливан, лечащий доктор одного из найденных людей, пропавших после нападения монстра из Петцвилля. Именно он связывает бред, который несет подопечный не просто с болезнью, а с вмешательством чего-то потустороннего. Именно он надоумил своего лучшего друга, вашего кузена, обратиться за помощью к вам, священнику. Он сообщает нам, что они всех забрали и повели к холмам, с нашим племянником включительно. Но за эти слова тут же был чем-то убит. На захоронение его времени нет, и мы отправляемся к холмам, где стоит древнее кладбище. На нем нашинковываем тех, кто плохо спит в своих могилах. И тут я считаю важным познакомить вас с нашим бессменным компаньоном. Вот этот господин, бездомный, назовем его, пожалуй, Анатолий. Так вот, Анатолий — это настоящая палочка-выручалочка. Он с нами до конца игры и всегда преданно укажет нам на магический тотем Ктулху, где мы можем сохранить нашу игру. Быть честным, я не знаю, как Анатолия не порешали на месте зомби, что он с нами аж до самого склепа доковылял. Так тем более в явно нетрезвом состоянии. Может, у зомби аллергия на синявых? Пройдя недра главного склепа, нас встречает большое разнообразие новых тварей. Во-первых, гули, что-то типа танков, огромные, мощные, но медленнее. Звучит страшно, но можно разобрать даже ножом. А что страшнее, это то, что мы натыкаемся на желтых культистов, они уже враги посерьезнее. Дальние атаки магии, возможность телепортироваться. Не стоит и забывать, что теперь зомби не просто появляются, а их рожают огромные спавнеры, которые нам сначала предстоит снести, если мы хотим зачистить комнату. После катакомб, пройдясь по болотам, где скрываются рыболюди и где Анатолий отдыхает на пирсе, мы попадаем в руины замка. И именно на этом уровне стоит упомянуть еще одну характерную механику для всех бумершутеров – ключи. Уровни в Forgive Me Father четко линейные. Для комфортного повествования, чтобы игрок не запутался на уровне, они разбиты на секции, которые разделяются разноцветными дверьми, для которых нам нужно найти ключи соответственного цвета. И только потом мы сможем пройти на следующий по логике отрезок уровня. В замке помимо ключей поселился и новый босс. Что-то по типу архикультиста. Его механики слегка более замудренные, чем у катарсиса. Азиз, так зовут нашего босса, видимо гость из ближневосточных республик. Так вот, Азиз сидит на своем шарике, защищенный от нас силовым полем, которое поддерживается желтыми кристаллами вокруг. Наша задача разбивать методично эти кристаллы, а когда спадет силовое поле, стрелять по боссу. Мне он честно мало чем запомнился, его я прошел довольно быстро, да и с первого раза. Так что идем дальше. По традиции, после убийства босса нам кидают катсцену. Из нее нам становится ясно, что мы опоздали. Они, секта, уже убили нашего кузена ради заполучения некоторого ключа. А мы никогда уже не успокоимся, прежде чем не уничтожим всю секту и ее главаря, коим оказался никто иной, как сам мэр Махони. А вот и следующий уровень. Окончательно потеряв здравое мышление, мы идем по темному проклятому лесу, кишащими враждебными сектантами. И нам не остается ничего, кроме как уничтожить их всех. Да и не сказать, что мы сами сильно против.
Прямиком из леса мы выходим в сельскую местность. Там, в подвале одного из домов, мы находим путь в канализацию. Даже канализация уже небезопасна. Тут вместо отходов человеческой жизнедеятельности по трубам течет токсичная жидкость, которая моментально убивает. А вместо крыс в поисках добычи, Анатолий, добрый вечер, по подземным лабиринтам шастают культисты с нечистью. Оказывается, что канализация является тайным входом в лабораторию, в которой городские власти ставили эксперименты, похищая людей и выдавая похищение за нападение невидимых чудовищ. И, возможно, у вас возникнет вопрос: а какого хрена? И главное, как? Меня этот вопрос тоже заинтересовал. И после дословного изучения записок готов презентовать вам примерную версию сюжета. Вся херня началась с прибытия некоторого грузового судна Blue Squid. Из записок нам становится известно, что незадолго до прибытия у штурмана развилась лихорадка, которая вызывает безумие. Позже болезнь передается остальным членам экипажа, которые под влиянием оной поднимают бунт против своего капитана, Тома Филлипса. Судя по табличке на кладбище, мы узнаем, что Томас бунт не пережил и, как утверждают, умер в море. А штурмана, в свою очередь, власти города забирают в секретную лабораторию, находящуюся под местным заводом по переработке морепродуктов, принадлежавшим Энди Милкрею. Он, как мы узнали раньше, входит в группу, зовущую себя Северными Охотниками. Их же членом является и мэр Махони, из чего становится предельно понятно, что эта группировка стоит у истоков культа в Пятствеле. А уже через год, в 1926-м, начинаются массовые пропажи людей. Основываясь на пропажах, наш кузен Льюис просит нашей помощи, и в дело вступает главный герой. Покрошив остатки экспериментов в подземной части завода, мы вынуждены подняться в основную. Там, занимаясь нашим привычным делом, нарезая мутантов и всякую нечисть, мы понимаем, что единственный путь дальше проходит под водой. Отлично разбавляет. Типа, вода. Смешно. Смейтесь. Слегка уже приявшийся геймплей и заставляет обратить внимание на оружие, которое бы мы вряд ли юзали из-за его медлительности. Гарпун, доставшийся нам ранее, смертоносное, но медленное оружие. Плюс его в том, что ему не нужен ни порох, ни другая энергия, чтобы вести огонь. И именно поэтому он как раз, кстати, когда мы погружаемся под воду, в которой скрываются руины древних цивилизаций. Быстро пробежав ненапряжный уровень, выныриваем мы прямо под носом у очередного босса. Эта большая стрёмная рыба поселилась прямо в развалинах старого храма в пригородах Пятствеля, куда нас и привела подводная тропа. Этот же босс, в свою очередь, мне показался одним из самых интересных из-за его мувсета. Особенно его последовательная атака двумя сферами воды. Над ними разработчики явно постарались, потому что после первого залпа, который из центра разлетается по бокам, идет следующий. Я рефлекторно проходил в центр, видя похожую атаку. Однако сферы в момент перестраивали свою траекторию и летели уже в центр, где находилась моя тушка. Эта атака одновременно и бесила, и поражала тем, как разрабы смогли просчитать меня. И казалось бы, удивили так удивили. Но тут посреди боя Баблбас скрывается под водой и параллельно начинает затапливать место нашего сражения. Святоши же, чтобы спасти свою жизнь, приходится улепетывать в сторону ближайшей суши. Суши. Где мы продолжаем наш бой с тварью. Нарезав большую уродливую рыбеху на сашими, мы открываем путь туда, где год назад пришвартовался грузовой корабль Blue Squid. И откуда все началось. Там нас на мостике встречает никто иной, как капитан Том Филлипс. Точнее, то, чем он стал. Оказывается, бедолага не погиб, а закончил куда хуже. Он пытается сказать нам что-то важное, но вместо этого просто что-то бормочет. Почему он не может нормально сказать? Как же все это бесит? Он что, смеется надо мной? Окутанный яростью, я пошел уничтожать все живое, что таится в глубинах этого корабля. Еще бы я, блять, не был в ярости. Вот эти вот карапузы, помимо того, что они бегают быстро, так дамажут много, так еще и взрываются при смерти. От горшка два вершка напрягали похлеще всех боссов. Тьфу, блять. Но если без шуток, то атмосфера давит. Закрытые пространства, полчища монстров и атмосфера приближения к раскрытию тайны, так как все началось именно отсюда, из трюмов этого корабля. Благо, господин Анатолий успокаивает нас своим присутствием. Но наблюдение от сотни глаз культиста за окном быстро разрушает иллюзию комфорта. Благо ненадолго. В отдаленной каюте мы видим чан с водой, после окунания в который начинает происходить натуральная чертовщина. Мы приходим в себя за алтарем монструозных размером зале, который порос кристаллами льда. На нем надпись: «Оставь все человеческое у входа». На что священник замечает: чем дальше мы заходим в залы, тем больше становятся масштабы и абсурднее их формы. Но не только залы встречают нас на пути. Пещеры с люминесцентными кристаллами, медленно перерастающие в средневековые коридоры замков, которые также стремительно замещают уже готические залы особняков, с мрачным освещением на пару с ловушками за каждым углом не дают расслабиться. Тяжело понять, происходит ли все взаправду или разум покинул нас.
Позже космические пустоты совсем обрезают связь с реальным и заставляют нас понять, что грань миров давно пересечена. Думаю, стоит тут поговорить про механику безумия. Когда главный герой убивает врагов, у него накапливается счетчик безумия. Вот он, слева снизу. Когда он полный, в ваших ушах начинает играть металл, а картинка теряет насыщение, будто в порыве ярости. За эти самые очки безумия у нас восстанавливаются скиллы. Скиллов у нас 4. Они слегка отличаются от персонажа, которого мы выбрали. Священник может хилиться, стопать противников, становиться бессмертным или иметь бесконечные патроны. Скиллы же журналистские, как я и говорил, нацелены более на атаку. Массовый дамаг, остановка времени и так далее. Единственное, что в этом антураже связывает нас с обычным миром, это никто иной, как Анатолий. Клянусь, если бы не этот мужик, где бы я был? Без его сохранения и харизматичной внешности алкаша-бомжа со двора я бы не зашел так далеко. Вопрос лишь только, а как ему удалось последовать за мной аж до абстрактного мира иллюзий древних богов? Ну, видимо, у бомжей всегда есть своя тропинка. Также Анатолий всегда цел и невредим, что в городе кишащем зомби, что у Ктулху в особняке. Дорога из потусторонних залов и пустот привела меня к заброшенной шахте, а та в свою очередь вывела к руинам какого-то храма или капища. Место было довольно заброшенным. На воздухе витал неприятный запах приключений на 5-ю точку. Так, не на пользу действовало количество полезного лута, раскиданного тут и там. Погуляв слегка по руинам, священник обнаружил ход в склеп. По виду он был закрыт, но стоило только подойти ближе. Снова босс. Короче, после его убийства я узнал, что его гличом величают. Нечто на ножках, что издалека выглядит как смесь человека и козла, а вблизи оба этих сходства пропадают. Вот тут-то описание из книг Лавкрафта идеально подают. Он уж действительно то, что не поддается описанию. Битва с ним это что-то сравнимое с его внешним видом. Куча копий, существа бегают из стороны в сторону, телепортируясь и нападая из-за спины. И во всем этом хаосе вам еще надо попадать по не самой большой модельке. Вот уж действительно уникальный и сложный босс. Глич охранял вход в главный штаб культистов. Повыпускав им кетчуп, мы обнаруживаем, что мэр Махони, глава культа, все еще дышит, и голос в голове приказывает. После приношения жертвы, врата, находящиеся за спинами культистов, открываются, и мы входим в мир безумия. Все повсюду состоит то ли из плоти, то ли из чего-то еще мясного, а космос становится неотъемлемой частью окружения. В конце концов, телепорт, блять. Ща. Приводит нас к криптам безумия, где нас ждет наш главный визави. Не капитан, не мэр, а реальный глава, реальный повелитель. Перед входом нас засыпают патронами, заставляя напрячься, и дают сейф. Сейф. Тотем древнего бога, под которым нас ждет наш несметный компаньон Анатолий. Но его нет. Вместо Анатолия нас встречают лишь останки того, что когда-то было нашим другом за булдыгой. Довольно жесткий ход, который максимально выбивает из зоны комфорта и спокойствия, который создавал Толян на протяжении всей игры, как будто бы намекая, что дальше легко не будет. Вход за нами закрывается, а перед нами появляется собственной персоной Ктулху, восседающий на своем троне. И... не так страшен черт, как его молю. Я прошел, между прочим, великого древнего бога всего с первой попытки. Молодцы поляки, взяли все с первоисточника, где Ктулху проиграл в борьбе против котировочка. Мувсет у него до боли банальный. И реальную проблему представляет только щупальца, лазающие туда-сюда по арене и мешающие пройти. Я слышал, много людей жаловались, мол, на то, что игра сложная. Лично я не увидел что-то очень сложного. Типа, я играл не на максимальной, но все еще на сложной сложности и прошел игру комфортно, откинувшись в кресле. Где-то о сложности, которые заявляли предыдущие обзорщики. Не пойму, может мне так повезло с билдом. Но лично для меня заявления про сложность кажутся странными. После смерти главгада наш главный герой смеется ему в лицо. Но смеется тот, кто смеется последним. От голоса Ктулху мы бьемся в конвульсиях, чувствуя, как щупальца прорастают из наших внутренностей, а на спине появляются крылья. Но тут мы просыпаемся в окружении докторов. Они заявляют, что мы вырезали весь город, заодно убив своего кузена. И конец. Так, что же по итогу? Как и вся игра, концовка максимально невнятная. У меня есть 3 теории. Либо А. Доктора, мягко говоря, слегка напиздели. Б. Доктора правы, и мы вырезали весь город. И наконец В. Правда где-то посередине. И я, конечно же, склоняюсь к третьему, потому что только ситхи все возводят в абсолют. Ну, потому что первое сильно маловероятно. Потому что зачем им врать? Ну, типа, где логика в этом? Что они получат, если они так скажут? Во второе верится мало, что мы в приступе гнева перерезали весь город в одиночку. Так что я склоняюсь, что правда
правда где-то между. На это также может указывать то, что скорее всего наш священник сам является членом культа, и явно не последним. Во-первых, перед боем с Ктулху мы попадаем в иллюзию нашего кабинета, где мы видим, что с культом мы знакомы были давно. Также в церкви, которой принадлежит священник, были записки про бога, скорее всего Ктулху. Также главный герой идеально знает, куда идти, где скрыты секретные ходы, как из канализации в лабораторию под заводом. Так что в данном случае мы не можем доверять даже самим себе. Рассказчику, через которого мы познакомились с этим миром, именно так же делал Отец Ужаса в своих произведениях. Часто мы не могли полностью полагаться на правдивость слов рассказчика. А может быть, и мне вам доверять не стоит. В самой же игре она мне очень понравилась. Динамичный шутер с прикольным сеттингом, приятным визуальным стилем и сюжетом, который заставляет поразмыслить над ним, чтобы собрать все осколки информации в цельную картину. Он берет лучшее из бумер-шутеров. Скорость, драйв, мясо и приправляет это уникальной стилистикой лавкрафтовского ужаса, которую редко можно встретить в играх. Тут тебе и адреналиновые перестрелки, и кривые коридоры древних катакомб, и психоделическое погружение в миры, где уже не понять, что реальность, а что плод безумия. Да, у Forgive Me Father есть шероховатости, боссы местами простоваты, концовка оставляет больше вопросов, чем ответов, но именно в этом и заключается его шарм. Игра не просто бросает тебя в мясорубку, а заставляет почувствовать себя частью истории, где за каждым углом может скрываться что-то неизведанное. Видно, что за игрой стояли не просто бизнесмены, а отдельные люди. Куда ни повернешься, везде дань уважения другим творениям. Помимо очевидных отсылок на Лавкрафт, у нас есть отсылки на Доктора Кто, Сияние, Зловещих мертвецов. Даже на халву. И это далеко не все. Как говорится, от фанатов для фанатов. Ну, а с вами был снова я, владелец канала, название которого не имеет смысла. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, как много информации я упустил. До скорого! Change the world. My pride.